Итак, для нашего салатика что нам понадобится? Это баклажан, кабачок или цукини, луковица можно брать красную, если очень горчит, и помидорки. Сейчас нарезаем вот так вот на две части баклажан, потом вдоль и вот такими небольшими кусочками, точно так же кабачок. Все это сейчас будем обжаривать по очереди. Кабачок солим, добавляем кукурузную муку или крахмал. И это все немножко сейчас перемешаем. Готово. Берем сковородку, наливаем растительное масло, нагреваем и сейчас сюда отправим наши кабачки. И так обжариваем все хорошенько до такой золотистой красивой корочки. Баклажан точно так же солим, добавляем кукурузную муку, перемешиваем. Все, баклажанчики готовы. Сейчас аккуратненько их берем и выкладываем на салфеточку. Пока они готовятся, вы можете вот так с помощью вилочки или щипчиками их, естественно, переворачивать, чтобы они подрумянились со всех сторон. Все, забираем. И в это же масло сейчас отправим баклажаны. И точно так же баклажаны после кабачка. Любители здорового питания, пожалуйста, не пишите, что это все жирное. Есть различные варианты, можете запекать в духовке баклажаны и потом готовить. То есть тут, в принципе, на любителя. Да, это жирненько, но иногда можно, если вы не на диете. Точно так же доводим до румяной корочки наши баклажаны и выкладываем на салфетку. Итак, начинаем собирать наш салатик. Здесь у меня помидоры черри, я их порезала просто на две половинки. Немного лука. Добавляем также кинзу или петрушку, у меня это петрушка, мелко порубленную, и чесночок. Пару зубчиков буквально. Баклажанчик и кабачок обожает сочетание с чесноком, так что не удивляйтесь. Далее добавляем наши ингредиенты. Ух, они уже полежали на салфеточке, и лишнее масло с них стекло. Все, можно это выкладывать слоями, как хотите. Можно выкладывать и перемешать. Я все время перемешиваю, и нам так больше нравится. Сейчас можно заправить оливковым маслом и немножко лимона. Соль, я думаю, в принципе, будет достаточно, но вы смотрите на свой вкус. Боже, вы только посмотрите на буйство этих красок. Аромат невероятный. Маслом я поливать не буду, так как вы, я думаю, в курсе, что все это жарилось в масле, достаточно жирное, поэтому добавлять масло я не вижу смысла. Но многие добавляют, поэтому смотрите сами. Сейчас можно добавить также бальзамический уксус для кислинки. Я добавлю немножко лимона, буквально вот так вот, буквально чуть-чуть сбрызну. И все. Вариаций куча. Можно делать этот салат без лука. Можно добавлять сюда брынзу и так далее. То есть тут, в принципе, такое достаточно большое пространство для вашей фантазии. Но попробуйте вот этот вариант, как один из. Мне очень нравится, моей семье тоже. Так что я надеюсь, что вам понравится также этот рецепт. Вы поставите лайки, подпишитесь на канал, если вы еще не здесь. Потому что здесь очень много вкусных, простых и быстрых рецептов, особенно из турецкой кухни. Поэтому жду вас на канале и до скорой встречи. Приятного аппетита, будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.